Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Давайте узнаем, к чему все идет или ваше будущее на 10 дней, на одну декаду с 11 по 20 ноября. У нас сегодня две колоды карт. Первая у нас колода Ленорман, и мы пойдем по тем картам, 4 карты достанем, которые выпадут. Пусть они нам расскажут именно о событиях, с которыми вы можете столкнуться, а после мы дополним колоду Таро. Итак, давайте узнаем будущее, мои дорогие, как видят карты Таро. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас, но я надеюсь, какие-то подсказки все равно будут. И что у вас выпадает? Посмотрите, письмо, значит, это могут быть как и документы, как какая-то информация, скорее всего, официальная или важная, пусть это даже личной жизни касается, но значит, таким образом вы будете либо с кем-то, с чем-то взаимодействовать, это вы не оставите, просто как информация. Она может быть применима к жизни. У кого-то карта ребенок будет именно вопросы детей означать. Или ваше новое начинание. По-моему, вот эта третья была тоже карта. Ага. И здесь у нас выпадают мыши. Понятно, что не самое приятное, но знаете, если именно вот эти мыши в некоторых колодах, это как крысы, это те люди, которые, где-то больше свою прерогативу имеют, не говорят вам своего мнения, действуют где-то за кулисами. Вот есть такие персоны в нашей жизни, пожалуй, у каждого, и нужно быть осторожными, наверное, особенно с теми, кто вам может льстить в глаза или говорить какие-то приятные слова. Первый вопрос, который себе следует задать, очень интересно, а что человеку от меня надо? Или что он хочет, какого продолжения? Если мы иногда задаем такие вопросы, мы можем несколько просчитать траекторию каждой персоны. Поэтому будьте реалистами, мои дорогие. Может быть и обратная какая-то ситуация. К примеру, документ, который касается вашего ребенка, может быть достаточно взрослого, может быть того, кто учится сейчас. И может, как известие прийти от людей, причем такое, знаете, с позиции, не самая приятная новость. Или подавать вам будет кто-то специально таким образом, даже чтобы вы расстроились, правда. Кто-то может вам завидовать попросту и где-то пожелать, чтобы испортить настроение. Вот я могу и такое предложить. Но всегда по карте мыши это нет каких-то серьезных препятствий, это все преодолимо. Но вот быть внимательным к окружению определенно стоит. Пусть это не для всех, мои дорогие овны, но для кого-то это может проиграться. Будьте внимательны. Ладно. Пойдем дальше. Достану сама, что нам расскажут. И как раз колода Ленорман больше о событиях говорит. С чем это может быть связано? Давайте достанем 4 карты. Пусть это будут как основные события. Так, и дальше на колоде Таро мы дополним. Первая карта у нас будет означать неожиданность. Итак, Таро – неожиданность. В чем ваша сила, в чем ваш успех или что вам помогает? И по основным сферам жизни – дела, работа, бизнес, финансы. Как в личной жизни видят карты, направления. И достанем одну карту, совет, мы ее откроем в самом конце. Итак, давайте будем смотреть, каковы же события сами по себе. Всегда карта крест – это судьбоносность событий. Может быть, это то, с чем вы столкнетесь. И, кстати, можете ставить в каких-то вопросах точку. Можете с учетом уже планетарных транзитов. Почему? Потому что как раз у нас попадает период перехода Плутона из знака Козерога в Водолей. И последующие энергии, и где-то на декабрь тоже, для вас они более предпочтительны. По сути, этот период у вас наступает
полной реализации. Я скоро подготовлю прогноз планетарный на декабрь, опубликую на своем сайте. Но вы уже сейчас можете пройти на мой сайт, я оставлю ссылку в описании под видео, и прочитать про энергии, которые будут господствовать, ну так планетарно, в ноябре месяце. Правда, вы можете с чем-то и определяться. Это могут быть и отношения, или любая ситуация, которой вы, скорее всего, уже занимались. Здесь вы можете быть словно и на выборе тоже, но с чем бы вы ни столкнулись, значит, есть ряд вопросов, которые нужно решить. Давайте мы откроем еще одну карту. Ну вот карты живут своей жизнью, выпадает ребенок, и либо это ваше новое начинание, либо это может быть действительно вопрос, связанный с детьми. Давайте мы узнаем и третья карта, все же мне интересно. Вы знаете, карта рыбы, безусловно, это всегда прекрасная сама по себе карта, обозначает наше благополучие и деньги. Для кого-то из вас вопросы именно конкретно вашего места проживания или вашего жилья. Может быть, это на последующий период, где или куда вы собираетесь переезжать. Карта может повествовать о решении также финансовых вопросов, причем со знаком плюс. Для кого-то из вас это судьбоносный новый проект, который в последующем принесет деньги. И, кстати, планетарно по гороскопу у вас тоже такое вполне вероятно, особенно в первую очередь для тех, кто стремился именно, или какое-то вы свое дело, намерение, цель вы хотите осуществить. Вы уже к этому какие-то усилия именно приложили, и теперь вот эта реализация. Часто карта рыбы говорит о путешествиях или перемещениях. Может быть, и вам придется совершить ряд поездок и быстро куда-то собраться, отправиться. Может быть, у кого-то это будут и согласования с банками. Я не исключаю, рыбы у нас в этой колоде изображены, рыба, точнее, одна, на фоне моря, волн и корабль. Корабль один из символов Меркурия, что очень символично, поэтому тоже где-то карта подтверждает много разной информации. Или работа с информацией, или вы сами ищете, как правильно знать точно, наверняка, как правильно оформить документ, или вы узнаете, детализируете какое-то ваше намерение, цель, но по аркану рыба есть результат, есть итог, который, скорее всего, вас будет радовать на этой неделе. Для кого-то это могут быть деньги, как гонорар, который прежде задерживался. Тогда карта Крест будет говорить, что вы его получите. Это те деньги, которые вами уже заработаны, но мало ли по каким-то причинам не сработали, может быть, системы расчетов или деньги задерживаются. Такое тоже могу допустить. У нас по Плутону, который зашел сначала в Козерог, а потом перейдет у нас как раз в ноябре в Водолей. Здесь мы можем завершать ряд вопросов. И с учетом аркана рыбы, у кого-то это может означать, вы сейчас учитесь, поскольку карта ребенок, а в последующем вы переложите вот эти знания на хорошую практику. И кто знает, может быть, это старт к вашему благополучию и процветанию. Давайте мы откроем четвертую карту. Вот, наверное, чего бы ни касалось, мои дорогие овны, сильная позиция. Правда, нечего сказать. Когда выпадает медведь, для кого-то из вас это будет означать, вы хотите строить карьеру. Вполне вероятно. Даже если вы прежде об этом не думали. По аркану медведь это может быть как ваш партнер, пусть это ключевой, у кого-то по бизнесу, у кого-то это может быть связано именно с семьей или личной жизнью, может быть какое-то согласование, опять же, в высоких инстанциях, чиновники, но тогда есть все предпосылки, как минимум на 90%, чтобы любое дело, которое вы себе поставили в план, завершить именно таким образом, по крайней мере, опять же, на 90%, когда вы останетесь довольны. Давайте мы посмотрим, что нам скажут карты Таро. Какова неожиданность? Человек может какой-то вернуться. Вы можете встретить случайно человека где угодно, может быть и на улице, или в каких-то инстанциях, вот такое тоже предполагаю. Может откликнуться человек, пока по некоторым причинам выпал из поля вашего внимания, который в прежний период, и здесь он о себе случайно напомнит, может быть, напишет в одном из мессенджеров на почту или позвонит, даст о себе знать.
Всегда шестерка чаш, карта ностальгии, но в этой колоде очень добрая карта говорит как раз о том, о дружбе говорит. Не случайно у нас изображен мужчина и собака. И период роста, посмотрите. Поэтому для кого-то из вас пересмотр, а с учетом Плутона дважды, ваших отношений. И как раз, наверное, вот эти 10 дней могут быть кульминацией, когда вы с приставкой перезаключаете договоры, переоформляете какие-то соглашения, брачные контракты или какие-либо важные бумаги тоже как будто либо переделываете, либо пересчитываете. Вам будет кто-то помогать, это точно, но вы и сами себе можете помочь, потому что у вас сильная позиция и вы достаточно ресурсный. Основной посыл, наверное, всех этих карт сделать что-то как и по закону, или когда вы уже видите какой-то результат. Именно планеты даже, планетарные транзиты точнее, они больше располагают к тому, что вы получили какой-то результат. Чтобы ваша работа, она была не в пустоту. Или пусть это будут действия, или пусть это будет учеба, либо новое дело. А материализм какой-то присутствует определенно в эти 10 дней. И здесь хоть важная бумага, хоть вопросы денег, хоть вопросы ваших взаимоотношений. Пусть это будут вопросы недвижимости. И если мы по шестерке чаш говорим, то, к примеру, как неожиданность, вы можете встретить человека знакомого, пойдя решать вопросы в какие-то организации. Или вам, если кто-то напомнит о себе, примите во внимание, что какая-то дружба может быть продолжена, может быть даже личный союз, который прежде был со знаком минус. Здесь может быть пересмотрен, особенно в тех случаях, когда не нашли взаимопонимания прежде. Но понимаете, что есть еще какая-то составляющая, когда вам, хотите или нет, придется общаться. Поэтому добрые, дружеские отношения выстроить – это как неожиданность. Может быть, прежде вы были в такой конфронтации даже. Я могу такое предположить. Иногда это карта ностальгия. Но, значит, человек может вернуться, вполне вероятно. Я не говорю, что это у всех, но и отношения могут быть продолжены с большим взаимопониманием. У кого-то это может быть какой-то важный очень разговор с одной из ключевых персон. И для вас это будет неожиданно, потому что вы сможете найти как раз взаимопонимание, даже если оно на некоторое время было утрачено. Давайте узнаем вашу сильную позицию, мои дорогие овны. Паш мечей. Вот обратите внимание, в этой колоде карт наша девушка по тоненькой жердочке проходит над обрывом, соединяет две скалы, два обрыва. И буквально вот какие-то пару шагов, и вы можете как и согласовать, так и совершить что-то для себя очень полезное. Но вооружилась она знаниями, вот ребенок нам выпадает. И обратите внимание, вот эти лампочки, они как воздушные шары, которые придают ей равновесие и одновременно не дают упасть. Более того, она смотрит в книгу, нам говорят, не смотри вниз, не оборачивайся назад, полный вперед, но вооружившись какими-то совершенно другими энергиями. В этой колоде карт Паш мечей, как знание, сила, мои дорогие. Может быть, вы получаете какую-то информацию, и вам ее нужно доработать, найти недостающие части, какие-то пункты детализировать, чтобы у вас не осталось белых пятен. Вот конкретно нам об изучении говорят, либо о том, что вам даже кто-то может что-то обещать, или вы получаете какую-либо информацию. Мои дорогие овны, перепроверьте, в этом будет ваша сила. Знание – сила, действительно. Доверяю, но проверяю. Или вот задать тот вопрос, который я говорила в самом начале. И если кто-то очень, проявляется в вашу сторону, задайте себе вопрос, а зачем ему это нужно? Иногда это нас уберегает от неосторожных поступков. Но и вниз-то мы не смотрим, не устраиваем себе глубокую философию, потому что прошлое уже не имеет силы над вами. Паш мечей – это умение видеть реальность в первую очередь. И пусть в остальных колодах эта карта достаточно холодная, когда есть желание настоять на своем. Здесь нам художник изображает больше о том, что мы умеем работать с информацией. Две птицы – информация, новости.
как будто летают вокруг вас. Значит, в каком-то информационном поле вы будете находиться в эти 10 дней. И придется и детализировать, и анализировать, может быть, себя адаптировать к чему-то, это я тоже не исключаю, но всегда есть выход, даже если вам придется пройти вот так, балансируя по тоненькой жердочке. В этом ваша сила, мои дорогие, вот как ни крути, это так. Дела, работа, бизнес. И если мы с вами говорили, не смотрим вниз, не устраиваем себе глубокой философии на мелком месте, 8 мечей как раз нам об этом. Это карта внутренних сомнений, страхов, когда мы не можем все время что-то начать. Или мы начинаем вспоминать былое и думы, или что мы чувствовали, или что с нами было когда-то, или пытаемся оттолкнуться от прежнего опыта, а в итоге мы получаем какое-то искаженное изображение. Напрямую об этом нам говорит карта. Почему? Девушка смотрит в зеркало, что она там видит, словно она связана по рукам. Она не видит реальность, потому что у нее повязка на глазах. И вороны в этой колоде, это означает мудрость. Они пытаются снять вот эти нити, веревки, чтобы помочь ей, но в итоге она этого не видит. И ей кажется, что вся вот это, где-то суета, которую создают птицы, это усиливает ее страх. А нам всего-то говорят, открой глаза, есть какая-то реальность. Здесь, знаете, можно как и обмануться с одной стороны. Мне хочется добавить карт, потому что не очень нам подробно рассказали, что это может быть. И мы ведь смотрим дела, работа, бизнес, документы, учеба и весь наш ряд Ленорман как раз об этом, что это может быть, с чем это связано. А вы неизбежно будете выбирать что-то. Может быть, выбор сам по себе не такой простой, мои дорогие. А плюс еще 5 жезлов, я всегда говорю, карта информационного хаоса. Когда непонятно, за что зацепиться, на чем остановиться. Люди ненадежные, опять же, тоже иногда проходят по 5 жезлов. Они на своей волне. Вот примите, наверное, это во внимание. Это те люди, которые могут вести себя даже в почтенном возрасте, как дети. Не понадеешься и ответственности не потребуешь. Поэтому надейтесь сами на себя. Вы сейчас более чем сильной позиции. Посмотрите, пройти по тоненькой жердочке между 2 обрывами над пропастью. И именно вы можете это осуществить. Но перепроверять информацию, надеяться на себя и самому вот этот выбор, видимо, придется все же сделать. Что это будет или чего это будет касаться. Решение вопросов как и по финансам и одновременно, знаете, может быть такой момент, по крайней мере для кого-то из вас, что был проект. И вы приложили какие-то силы уже. Может быть, и время свое потратили, энергию, а он не идет. И вполне вероятно, это как прообраз вот этой закрытой двери. Может, и как раз означает 7 чаш о том, что выбор нужно сделать очень рационально. Может быть, что-то и нравится, что-то уже как бы манило к себе, звало, но вот реальность диктует совершенно другие условия. И что-то нет смысла продолжать или сидеть и ждать, пока откроется эта дверь. Вам как будто нужно правильно избрать направление, вот, про направление нам, и действовать, мои дорогие, причем, надеясь на самого себя. И тогда у вас, вы посмотрите, более чем сильная позиция. Может быть, для кого-то эта карта означает поехать, как раз отправиться в путешествие, или поехать в определенную местность, чтобы там на месте выяснить некоторые пункты, которые вас волнуют. И буквально вот само перемещение вам может помочь, потому что сколько вы не обдумываете какую-то историю, ситуацию, но вы находитесь как будто не в конкретном месте, вам не будет видна полностью та картина, которая долженствует в нашей реальной жизни. Карта 6 мечей – это карта мужества и заслуженного успеха, опять же, заслуженного. Но и она говорит о том, что надеемся мы на себя. Вы в данный период времени с 11 по 20 ноября словно новую страницу жизни своей открываете. Поэтому может быть и турбулентность. И могут быть сомнения, мои дорогие. Всегда состояние перехода для нас не проходит очень просто. Но в прошлое закрыть дверь этого придется. 10 мечей. Не имеет это прошлое больше никакой силы над вами.
и поступать по справедливости, у кого-то действительно оформить документы или чего бы тут ни касалось, что вы там себе поставили в план. Вам нужно принять во внимание, что все должно быть более чем красиво, именно в законах по документам или там, где вы ставите печати и подписи. Перепроверяйте, страхуйте сами себя. Давайте вот я совет именно на дела, работа, бизнес. И карта подтверждает трансформация, перерождение, 13-й аркан. Вы пока еще не видите полностью какой-то картины, которая последует. Или вот этого будущего. Понятно, у каждого оно свое, но не оглядывайся назад. Снова нам говорят о том, что какой-то период вашей жизни, он попросту закончился. И вам потребуются совершенно другие энергии, другие усилия. Может быть, изучение, получение новых знаний для того, чтобы самореализоваться, мои дорогие овны. Прекрасно, давайте узнаем, что же там по деньгам. Королева Пентаклей может свидетельствовать о том, что есть конкретный человек. Иногда это наши близкие, буквально это партнеры по браку или с кем вы вместе проживаете. Для кого-то это могут быть ваши родственники, ближайшие или родственники вашего партнера. Но мы все же смотрим на вас и смотрим энергию денег. Вот по королеве Пентаклей ничего лучше быть не может. Это как реализация все равно проектов. Может быть, с некоторой коррекцией, нам об этом сказали. Но, в принципе, если мы на деньги. Деньги есть, деньги будут. Но более, как и рациональные траты, так и по этой карте приход денег, когда вы можете найти новые способы заработка. Или у кого-то денежный вопрос будет связан именно с недвижимостью и с тем, что вы хотите осуществить. Но карта нам наперед говорит, что если ты где-то будешь очень согласованный в действиях, где-то будешь себя страховать, для тебя, Овен, нет ничего невозможного, потому что королева Пентаклей – это та, которая из любого хаоса умеет отстроить порядок или умеет даже с нуля создать благополучие. Дважды сильная позиция. Давайте узнаем, что же по личной жизни. Праздник после победы. Правда, у кого-то и поддержка ваших ближайших родственников или вашего любимого человека. Как будто, посмотрите, более чем. Какое-то дело, намерение, цель у вас закончится праздником или, по крайней мере, вы останетесь довольны. У кого-то буквально, может быть, дома есть какая-то дата, когда вы соберетесь вместе с друзьями или с вашим узким кругом тех людей, которые вхожи именно в вашу жизнь или в ваш дом, потому что иногда и дом проигрывается тоже. Четверка жезлов – это как 4 столпа, это карта якоря, это карта уверенности. Поэтому на личную жизнь есть все предпосылки, мои дорогие. Для тех, кто один или одна, и вам надоело одиночество, сольный вариант, как раз и встретить партнера, но, может быть, не проявлять большую активность или предпочесть людей надежных, верных и искренних. Вот это я могу добавить. А для тех, кто уже в паре и сейчас у вас, все хорошо, по этой карте может быть только лучше. Давайте узнаем, какой же совет вам дадут карты. Правда, не застревай в прошлом. Карта, по сути дела, будущего. Если вам уже несколько раз карты сказали, тебе отсюда только полный вперед. Кстати, по аркану колесница мужская энергетика. Поэтому очень соответствует вам самим и тем намерениям, которые вы хотите осуществить. Но поскольку это что-то новое, встречай все новое, что приходит на твой порог. Поэтому, может быть, и есть, знаете, как информационный хаос, да, пятерка жезлов у вас выпадала. Но вам даже какие-то новости нужно профильтровать. Что-то вы возьмете себе на вооружение, что-то вам будет полезно, а что-то не будет иметь продолжения. Примите и это во внимание. Но для себя сделать что-то очень доброе, хорошее в эти 10 дней. Как минимум сделать правильный выбор или с чем-то определиться, чего бы ни касалось. У вас будет сильная, дважды, я бы сказала, позиция. Как и на документы, как и на согласование, как на построение карьеры, все же аркан медведь, так и на помощь кого-то, например, да, если есть какое-то взаимодействие или договориться, так и на деньги, или на перемещение, переезд, или то, как вы меняете, может быть, свои планы и предпочитаете обучиться какому-то новому делу и в последующем развить какое-то совершенно новое направление. Полный вперед, можно сказать так, овны, но аккуратно, осторожно, рачительно и просчитанно.
Перекладывайте на себя, мои дорогие овны, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.